Не ведитесь на уговоры решить все по-братски на месте. Это может обернуться для вас большими проблемами. Все же не скупитесь на хороший видеорегистратор с функцией GPS и синхронизацией времени. Данные с этих устройств уже давно принимаются в суде в качестве доказательств. В ДТП участвовали два автомобиля. У обоих есть полис ОСАГО. Тогда можно составить Европротокол, если соблюдаются следующие условия. Также требуйте внесения в протокол сведений не только о повреждении авто, которые видно, но и возможно скрытых дефектах. Всем привет! С вами Даня, и это канал Дневник Юриста. Сегодня мы поговорим о проблеме, с которой, скорее всего, сталкивались многие. Есть много видеороликов на YouTube на эту тему, но большинство из них малопрофессиональны с юридической точки зрения. Большая часть молодежи ждут совершеннолетия лишь только с одной целью – получить права и сесть за руль. Наши дороги с трудом можно назвать безопасными, особенно когда на них встречаешь дураков или просто ненормальных. Нормальный! Сегодня мы расскажем тебе, что делать, если ты попал в неприятность на дороге. Впервые то, что мы привыкли называть ДТП, было зафиксировано в далеком 1896 году в Нью-Йорке. Некий Генри Уэллс, управляя своим электромобилем, усадил на капот велосипедистку. Как итог, жертва отделалась переломом ноги, а вошедший в историю водитель – несколькими сутками ареста. В том же году, спустя пару месяцев в Лондоне, было зарегистрировано еще одно историческое ДТП. 44-летнюю Бриджит Дрискл настолько заворожило лицезрение чудо-повозки без лошади, что это стало последним, что она видела. И даже, несмотря на скорость 6 км в час, все обернулось трагедией. В итоге водителя оправдали, а произошедшее назвали несчастным случаем. Вот тогда! С тех пор изменилось многое. Появились правила дорожного движения. Лошади давно переехали с дорог под капоты автомобилей. Со скоростью 6 км в час ездят разве что в пробках. А происшествия на дорогах стали, к сожалению, обыденной ситуацией, в которой может оказаться абсолютно каждый. За 2018 год в России было зафиксировано более 150 тысяч аварий, в которых пострадало около 200 тысяч человек. Ой, какой кошмар. Я очень надеюсь, что вас это не коснется, но хочу, чтобы вы были готовы ко всему и знали, что делать, если вдруг на перекрестке вас настигнет поцелуй без взаимности от зазевавшегося горя-водителя. Главное – порядок. И не только в голове. Это правило работает и при ДТП. Очень важно соблюдать порядок действий, если вы попали в передрягу на дороге. Первое, что надо сделать, естественно остановиться, вытащить ключ из зажигания и отправить его в карман. Машину на ручник, включить аварийку, установить знак аварийной остановки и выйти для того, чтобы оценить масштабы происшествия. Интересно, что это так бумкнуло? Если есть пострадавшие, сразу набираем телефон экстренной помощи 112. И помощь не заставит себя долго ждать. Оператор сразу видит ваше местоположение и одним взмахом руки может отправить к вам пожарных, полицию и скорую помощь. Если экстренная помощь вам не требуется, сначала оглядываемся на предмет наличия камер. Если их нет, отличным бонусом станет регистратор. Да, у него урезанный угол съемки, но лишние видеоматериалы послужат вам только на пользу. Как и каждый кадр, сделанный на ваш мобильный телефон, который не только хранилище 1500 селфи и десятка игр, но и очень полезная вещь при ДТП. Продуманный план! Продуманный план! К слову, все же не скупитесь на хороший видеорегистратор с функцией GPS и синхронизацией времени. Данные с этих устройств уже давно принимаются в суде в качестве доказательств. Прогресс все-таки. Итак, в вашей руке мобильный телефон. Снимаем все, не ограничиваемся парой фотографий. Тем более, что современные устройства это позволяют. Панорама места ДТП, расположение автомобилей, их номера, повреждения, следы торможения, разметки, дорожные знаки, места, где лежат запчасти. Все это надо снять с нескольких ракурсов. Если есть очевидцы, обязательно записываем их фамилии, адреса и телефоны. Примерно во сколько это все произошло? Минут 10-15, минут 5-10 пятого, 4-5. Пробуем начать диалог со вторым участником ДТП. Если человек в неадеквате, это будет сразу заметно. Ну нахуй.
таком случае ничего не остается, как набрать номер бравых сотрудников ДПС. И если все-таки контакт установлен, ваш оппонент не вызывает сатану и не пытается сбежать полями, то все равно не теряем бдительность. Не ведитесь на уговоры решить все по-братски на месте. Это может обернуться для вас большими проблемами. И даже если второй участник ДТП признает свою вину, не стоит верить ему на слово. Например, человек совсем согласен, но в ГАИ он может мгновенно переобуться, и вы уже можете встать на место виновного. Мне что-то подсказывает, что нас Пусть в вашем бардачке всегда будет ручка, бумага, либо блокнот. Пусть нарушитель пишет расписку, в которой укажет: «Я такой-то, такой-то, нарушил, совсем согласен». Также составляем схему аварии. Нужно четко проследить, чтобы были отражены все разделительные полосы, какие места автомобиля попали под удар, расположение машин, названия улиц, дорожные знаки. На этой бумаге также требуется автограф второго водителя. Будь добры, помедленнее, я записываю. Это позволит вам избежать проблем в дальнейшем. Даже если ваш бардачок не резиновый, для такой мелочи, как ручка и бумага, там наверняка найдется место. Запомните, это очень важно, в принципе, как и все, что я вам сейчас рассказываю. Представим такую ситуацию. В ДТП участвовали два автомобиля. У обоих есть полис ОСАГО. Тогда можно составить европротокол, если соблюдаются следующие условия. Стороны не имеют разногласий по факту инцидента. Жертвы и пострадавшие отсутствуют. Сумма имущественного ущерба не превышает 100 тысяч рублей. Исключения составляют Москва и Санкт-Петербург с областями. Там сумма ущерба может составлять до 400 тысяч рублей. В аварии только два участника. Не причинен иной имущественный ущерб помимо повреждения транспортного средства. Но стоит помнить, что в течение 5 дней после составления европротокола вы должны сообщить в страховую компанию и направить туда его копию. В ином случае вам придется возместить страховой компании сумму, выплаченную пострадавшей стороне. Да, это жестко. Если все намного серьезнее, пишем объяснение, все фиксируем, составляем схему ДТП и отправляемся оформляться в ГИБДД. Если у вас нет желания делать все это самостоятельно, можно воспользоваться опцией «Аварийный комиссар» или «Эксперт на дорогах». Это когда специально обученные люди с необходимым инструментарием приезжают на место ДТП, делают подробную схему аварии, помогают составить объяснения, осуществляют фото и видеофиксацию на месте ДТП, ведут переговоры с ГИБДД и водителями, помогают выявить виновного. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. Переходим к разговору с сотрудниками ДПС. Это тоже может оказаться очень непростым челленджем, особенно если вы добропорядочный водитель, никогда не нарушавший ПДД. Опыт нужен во всем, даже в общении с представителями закона. Станьте большим братом сотрудников дорожной полиции. Наблюдайте за каждым действием. Не бойтесь поднимать тревогу и высказывать несогласие с действиями полиции, особенно если гражданин полицейский случайно или сознательно допускает ошибки. Но я слежу за тобой. Также вы имеете полное право на видеосъемку действий сотрудников органов. Так что не прячем ваш смартфон и чувствуем себя режиссером малобюджетной короткометражки «Несогласные». Так, стоп, что-то мне это уже не нравится вообще. Если у вас есть претензии к действиям полицейских, пишите их прямо в протоколе, либо в дополнениях к нему, сделав пометку в главном документе. Также требуйте внесения в протокол сведений не только о повреждении авто, которые видно, но и, возможно, скрытых дефектах. Это важный пункт, который может отразиться на последующих выплатах. Что обязаны сделать господа полицейские? Составить протокол, схему ДТП, взять показания участников и свидетелей. При необходимости провести освидетельствование на наличие алкогольного или наркотического опьянения. Еще один важный пункт. Подписывая протокол, внимательно смотрим на то, что в нем указано, и на пустых местах ставим прочерки. Если вы этого не сделаете, то на месте пустого места может появиться неприятная для вас своими последствиями информация. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. К сожалению, такие случаи не редкость на наших дорогах. Ну и следите за тем, чтобы в протоколе не были упущены важные детали инцидента.
Перед тем, как вы пулей помчитесь в страховую компанию, обязательно загляните к нотариусу и сделайте заверенные копии всех справок, протоколов, актов и прочего, относящегося к ДТП. Тут же понадобятся и ваши фотографии, которые нужно будет оформить в таблицу с подробным описанием места ДТП. Наличие фото и видеоматериалов, списка с именами и телефонами свидетелей, расписки от второго водителя, грамотно составленного под вашим чутким руководством протокола. Все это спасет вас от неприятностей в суде и поможет справедливости вновь гордо расправить плечи. Чтобы всегда знать, как вести себя в спорных ситуациях, подписывайся на наш канал, ставь лайки и колокольчики, будь законом на «ты» и удачи на дорогах!